Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. У женщин нету недостатков, а вот особенности есть. А сегодня повторим работу с блоком, который в русских источниках называется «Шахматка по диагонали». Мои постоянные зрители помнят, что чуть раньше мы уже сшили такую декоративную подушку. И остался у меня еще такой кусок шириной 45 сантиметров, длиной 60. Нам нужны полоски ткани шириной 7 сантиметров для центральных квадратиков. И еще полоски фоновой ткани у меня 10 сантиметров, но можно было взять и 15, и 20 сантиметров. Учтем на будущее. Количество полосок, их расположение определяйте сами, на свой вкус. Длину полосок я взяла по всей ширине куска ткани. Все полоски надо шить между собой по длинным сторонам. Следите за тем, чтобы ткани шли ровно. Швейные машинки могут вытягивать верхнюю ткань и припосаживать нижнюю. Так постепенно соединяем все полоски в одно полотно. Готовую деталь тщательно проутюживаем и расправляем. Обратите внимание на припуски на швы. Все они заглажены на сторону темной ткани. А дальше заготовку надо разрезать на полоски шириной 7 сантиметров. При раскрое следите за тем, чтобы не было перекоса. Когда все полоски готовы, укладываем их заново под углом 45 градусов и смещая на один квадратик. Получается такая лесенка. И остается только сшить эти детали между собой. Вот здесь надо тщательно следить за тем, чтобы совпали все стыки. Если вы новичок, то лучше сначала заколоть булавочками, а уже потом сшить. Все полоски одинаковые, сдвигаются тоже одинаково, поэтому их можно сшивать в любой последовательности. Главное не запутаться в направлении. Соединяем сначала по 2 полоски, потом по 4 и так далее. Так работа идет гораздо быстрее. Готовое полотно тщательно проутюживаем. Вы видите, у нас остался большой угол 45 градусов. Мы сейчас его отрежем и пришьем этот кусок к противоположной стороне нашей заготовки. Вот теперь выровняем полотно, отрежем маленькие торчащие уголочки по краю. И получилась заготовка шириной 28 сантиметров. Уже сейчас она довольно интересная и может стать бордюром лоскутного одеяла или красивой дорожкой на стол. Но мне хочется еще немного увеличить ее ширину. Самый простой способ это сделать – просто с обеих длинных сторон добавить еще полоски ткани шириной 10 сантиметров. Разрежем эту заготовку на 2 детали размером 30 на 45 сантиметров. Теперь подготовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, холстопрошивное полотно, красивая лоскутная часть. Все тщательно сколем английскими булавками для квилтинга. Это специальные булавки изогнутой формы. Стежку сделаем самую простую, в шов, прямой строчкой, но можно прошивать и каким-нибудь декоративным швом.
Готовые салфетки окантуем бейкой. Смотрите, у нас прямые углы, поэтому лучше взять прямую бейку, просто прямую полоску ткани шириной 4 сантиметра. Как ее пришивать правильно, показываю в каждом видео. И получились у нас прекрасные салфетки-ланчматы с мужским характером. Декоративная подушка такой расцветки обитает на кухонном диванчике, а такие салфетки будут как раз кстати. Знаете, когда шьем ланчматы, обязательно кто-то начинает возмущаться в комментариях. И вопрос первый. Почему такое название? Неужели в русском языке нет своих слов? Есть слово «салфетка», но салфетка – это все-таки мягкая вещь, которую можно легко сложить или смять, а ланчматы – это все-таки более плотные. И второй вопрос. Зачем они вообще нужны? Ведь если обедать дома, то спокойно можно обойтись без этого новомодного изобретения. А вот теперь сами ответьте на один вопрос. Вы и ваши домашние всегда едите на кухне? Обычная картина, когда рядом с компьютером стоит кружка с чаем или кофе, и лежат вкусняшки. Бороться с этим бесполезно, уже проверено. Проще сшить красивые подставки, ланчматы и всем подарить. Но вы же знаете, что ничто так не бодрит по утрам, как чашечка кофе, пролитая себе в постель. В общем, девочки, поменьше слов, побольше дела. Я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!